我的好师弟，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？父亲，老师，小爷不会让你们失望的。Хань Фэн на пике императора проиграл Сяо Яню, после чего его добила королева Медуза, и он практически умер. Однако эксперт Дворца Душ забрал его духовное тело. Что с ним стало потом? Его использовали для усиления других экспертов или же вернули к жизни? То, что произошло с Сяо Янем спустя много лет, проливает свет на эту тайну. После возвращения с империи Чуюнь он вместе с Цзиянь и Сяо Исянь отправился в регион Черного Угла. Сяо Янь узнал, что в этом месте происходит большой аукцион. К большому счастью, главным предметом аукциона является слюна трансформации тела, одна из необходимых вещей для лечения ядовитого тела Сяо Исянь. Хотя Сяо Яню удалось заполучить этот редчайший ингредиент, он сражался со многими сильными врагами ради него. И здесь же он снова встретился с Хань Фэном, которого вернул к жизни Зал Душ. Да, именно так. Хань Фэн, давний враг Сяо Яня, все еще жив спустя столько времени. В трейлере была показана его новая внешность и встреча с Сяо Янем. Не означает ли это, что морское пламя, которое находится у Хань Фэна, может быть вырвано и найдет нового хозяина? Вполне возможно. Итак, мастерами, с которыми Сяо Янь сражался, были представители Долины Пламени. Все они узнали главу Альянса Янь. Он был уже довольно знаменит даже за пределами империи Цзяма. Среди той группы экспертов Сяо Янь заметил очень знакомого человека в серой мантии. Какое-то мрачное и знакомое ощущение чувствовалось особенно сильно. «Так значит, глава Сяо Янь узнал меня!» Холодный смех, переполненный жаждой убийства, послышался из-под капюшона человека в серой мантии. Сердце Сяо Яня вздрогнуло, когда он услышал знакомый тон. Тот схватил серую мантию и отбросил ее в сторону. Перед Сяо Янем появилось очень знакомое, жестоко выглядящее лицо. В прошлом он лично забрал его жизнь. Тот человек является первым учеником Яо Лао, императором лекарств Черного Угла Хань Фэном. Нынешний Хань Фэн выглядел заметно старше. Его взгляд на Сяо Яня просто источал жестокость. Если бы не этот мальчишка, он мог бы и дальше доминировать в регионе Черного Края. Но в итоге все его планы рассыпались из-за Сяо Яня. Он не только потерял свое положение, но также лишился собственного физического тела. Если бы он не владел небесным пламенем и не отдал его в руки почетного воина из Дворца Душ, то его дух уже давно переработали бы. Вот почему он выжил. Однако почтенный воин Зала Душ специально позаботился, чтобы нашли подходящее тело предка для Хань Фэна, раз тот проявил инициативу и добровольно передал небесное пламя. Он лично сокрушил того человека и изъял его дух, тем самым позволив Хань Фэну поглотить новое тело. Только тогда ему удалось вернуть свою силу. Но не все так просто. Хань Фэн лишь выиграл для себя отсрочку. Данное тело позволит ему жить не более чем 10 лет. Вместе со смертью нового тела его дух просто рассеется, и у него больше не появится возможности для выживания. За оставшееся время его злоба и жажда убийства по отношению к Сяо Яню, ответственному за случившееся с ним, возросла просто до пугающего уровня. Поэтому, заполучив тело, он тут же устремился в регион Черного Угла. Если бы он не узнал об аукционе, на котором будет Сяо Янь, он бы прямо напал на врата Сяо и убил бы любого ее члена. Прямо сейчас жажда убийства Хань Фэна сильно ощущалась. Сяо Янь не выразил никаких эмоций. Несмотря на первоначальное удивление, он постепенно успокоился. Он прошелся взглядом по Хань Фэну и холодно усмехнулся. «Не ожидал, что ты, предатель, на самом деле до сих пор жив. Просто не ожидал». Сейчас Сяо Янь уже не был тем молодым и неопытным осликом, который полагался на свой огромный скачок силы на высшую ступень силы короля. Сейчас он является гением-императором 4 звезд. За прошедшие несколько лет он встречался и даже обменивался ударами с рядами предков. Кроме того, не сказать, что предки не падали от его рук. Поэтому он особо и не беспокоился по поводу Хань Фэна, сила которого подскочила до уровня предка. Если они и правда начнут смертельную битву, Сяо Янь был уверен в своих силах. Хань Фэн затронул самый болезненный вопрос – то, что случилось с учителем Яо Лао. Теперь в Сяо Яне зажглось новое, убийственное намерение и желание силы. Следующая его фраза могла вызвать мурашки у обычного человека. «Ублюдок Хань Фэн, если я лично не убью тебя,
предателя своего же наставника, то я недостоин быть учеником Яо Лао». Твердый голос словно бы происходил из самых глубин ада. Из-за него выражение экспертов Долины Пламени и Хань Фэна слегка изменилось. Сяо Исянь и Цзи Янь с удивлением увидели такую сторону характера Сяо Яня. С тех пор, как они познакомились с ним, то никогда не сталкивались с его яростью. «Ты правда смел? Но давай посмотрим, есть ли у тебя способность, чтобы убить меня?» Хань Фэн пришел в себя и холодно рассмеялся. Не стоит забывать, что за спиной Хань Фэна стояло еще несколько могущественных экспертов. Только они намеревались начать атаку, как послышался старческий смех. Спустя пару мгновений в небе над ними появилась еще одна фигура старика. Это был первый старейшина Академии Суцянь. Вот теперь события принимают интересный оборот. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такая новость, что Хань Фэн жив и снова сражается с Сяо Янем. Подписывайтесь на канал и всем пока.